Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу показать вам, как я рисую персонажей из мультфильмов. В данном случае это вариант такой ЧБ, то есть вариант, где мы рисуем черным по белому. В общем-то, это самый легкий такой вариант, когда можно нарисовать какого-то персонажа. Здесь не тратится много времени на то, чтобы заполнить цветом самого персонажа, поэтому я считаю, что этот арт-дизайн можно считать таким быстрым дизайном в плане, когда мы рисуем персонажей, когда это какой-то арт, и не каждый такое может нарисовать. Я решила сделать для вас серию роликов, то есть где мы будем рисовать всех этих персонажей абсолютно бесплатно. Мы будем с вами смотреть, как это делается, вы будете повторять, и надеюсь, у вас тоже получится нарисовать таких милых персонажей. Итак, в этом видео мы будем рисовать Гарфилда, потому что как-то я уже этих персонажей рисовала в цвете. Если вы не видели, то обязательно переходите по ссылочкам в подсказке, я обязательно вам оставлю, и там вы найдете эти варианты с дизайнами. Многие повторяли, и понравилось, все получилось. Получились, кстати, достаточно классные рисунки. Ну, давайте приступим. Что нам для этого нужно? Нам нужно для этого типса, покрытые цветом. Я вам рекомендую покрыть белым цветом, но я так для разнообразия уже сделала такой розовый оттенок. Это розовый нежный оттенок с таким, белым подтоном, то есть он больше белый, такой бело-розовый. Такие рисунки лучше рисовать либо на белом, либо на розовом, либо на бежевом с тоже более таком светлом оттенке. Тогда это будет выглядеть супер и красиво. Итак, что еще нам нужно для того, чтобы нарисовать данного персонажа? Это две кисти. Кисть для тонких прорисовок у меня в данном случае синтетическая. Я ее подстригла для тонких линий, а также толстая кисточка для того, чтобы убирать лишнее и делать, допустим, тени ей. Вот, эта кисточка однерочка, и она уже из колонка. Далее на типсу я нанесла вот этот цвет, кстати. Это очень классный цвет, он мне понравился. Фирма Алена Каприз, номер 307. Обязательно нам нужна черная гель-краска. Выберите какую-нибудь хорошую гель-краску. У меня в данном случае Багира Nails. Также нам понадобится белая гель-краска. У меня белая гель-краска это Artex. Также рядышком должна быть палитра, где я буду разводить цвета. В плане, это моя палитра, где я буду капать цвет и с краешку набирать кисточкой этот цвет и переносить на типсу. Как переносить рисунки на типсу? У меня есть полный курс, как делать персонажей, допустим, 101 далматинец. И там я подробно все рассказываю, как на схему переносить и тому подобное. В данном случае я покажу такой небольшой объем информации вам преподнесу, как это делать. А так, в общем, если вы хотите научиться делать это с каждым рисунком, по сути, то лучше пройти курс уже и нарисовать каких-то персонажей, перенести это все на схемы и понять, как потом перерисовывать схем на типсу. Но в данном случае я покажу вот вам такой вариант, очень легкий, простой. Если у вас есть на руках какой-то рисунок и вам нужно его перенести, мы сначала делим рисунок напополам, типсик делим еще раз напополам, уже по горизонтали, и еще раз мы делим типс на еще одни равные части, это сверху и снизу. Вот таким образом. И уже на типсу мы переносим карандашом. Нужно забавить поверхность, или если будет плохо рисовать. Сейчас я буду смотреть, как будет рисовать. Если все нормально, я не буду бафить поверхность. Ну да, по сути видно. Вам, конечно, будет плохо видно, но самое главное, вы поняли, как примерно переносить рисунок на типсу, как это все делится. Если вам сложно переносить с таким делением, лучше сделать еще больше делений. То есть можно еще разделить, даже еще вот тут вот, и тогда вы будете лучше понимать, где что находится.
Мы видим, что носик у нас находится во второй части слева. И мы вот тут рисуем такой вот носик. Все это достаточно символично, чтобы примерно понимать. Выбрала этого котика, потому что тут все очень легко. Ротик идет, смотрите, вот прям сверху до этой части, да. Таким образом. Тут у нас такая вот улыбочка. Вот. И вот здесь идет вот этой части. Тут у нас идет подбородочек. Таким образом. И сверху начинаем уже глазки рисовать. Глазки у нас начинаются вот здесь и заканчиваются выше, то есть прям вот здесь. Я думаю, вы все на самом деле поймете, как это делать, когда сами попробуете порисовать несколько рисуночков, тогда у вас начнет получаться. Если у вас не получается, это не значит, что все плохо и у вас никогда не получится. Всегда нужно набивать руку. Кажется, что какая-то фигня получается, но на самом деле потом постепенно рисунок будет появляться. Второй глазик, вот этот, он больше, чем вот этот, то есть он выше. Вот видим, что он у нас выше, и поэтому мы не забываем это нарисовать. Находится у нас выше. А глаза не должны быть одинаковыми, то есть, один выше, другой ниже. У нас голова как бы в определенном состоянии находится, и она немного в бок смотрит. Поэтому, конечно же, и глаза у нас идут разные. Так, у нас идет века. Века у нас где-то вот в этом месте проходит. Таким образом. И второе тоже примерно где-то же здесь. Также можно нарисовать зрачки. Таким образом. Когда я начну рисовать черным цветом, вам будет более понятно и легко. Далее мы рисуем вот здесь и ушко. Ушко и второе ушко. И вот здесь у нас голова. Вот здесь щечка. Щечка начинается у нас от века прикрытого и идет вниз. Заворачивается за улыбочку. То есть вот века. И вот здесь у нас идет щечка, которая идет и заворачивается в этом месте. Таким образом. Ее не обязательно доводить до конца. Вот таким примерно образом. Сейчас мы просто схематично накидали на типсу. Если вас не устраивает расположение головы на типсе, вам захочется ее спустить ниже, все это легко можно сделать, просто стереть, еще раз перерисовать уже примерно так, как вам хочется. Краску я всегда набираю пробкой кисточки, чтобы не портить ворс кисти. Набираю я краску прокручивающим движением. Как рисовать тонкие линии, как подстригать кисть для тонких линий. Все это вы можете узнать на моем курсе, где я рисую 101 далматинца. Там все я подробно объясняю. Я думаю, нужно начинать всегда с носика. У котиков носик маленький. Вы либо можете просушивать каждый элемент по отдельности, что я вообще как бы рекомендую, либо вы можете сушить, тогда, когда вам удобно. На этом этапе я могу просушить. Всегда наполняем кисточку краской, все время она у нас заканчивается на кисточке. Не возим сухой кистью, потому что толку от этого не будет никакого совершенно.
Если мы хотим немного подправить, мы смачиваем большую кисть в обезжиривателе, вытираем ее об салфетку и аккуратненько подтираем. Я не люблю, когда линии сильно жирные и в каких-то местах есть помарки, то я, конечно же, это все убираю, чтобы мой рисунок был чистеньким, красивым. Не забываем на глазах сделать вот эти линии. Отсюда где-то у нас исходит ушко и соединяется вот в этом месте. Здесь у нас идет так вот. Следующее ушко вот здесь идет. Дальше рисуем мордочку. Можно нарисовать щечку. И соединить ушко, тем самым прорисовав мордочку. Здесь на самом деле очень легко. Мы такой, можно сказать, круг создаем линиями. Дальше нам необходимо сделать точечки. Натыкиваю их кисточкой самым кончиком. Теперь нам необходимо нарисовать его раскрас. Как это делать? Это очень легко. Я просто параллельно кладу кисть и вот таким образом создаю его окрас по направлению, то есть линии. Как вот у нас линия шла, также и шерсть пойдет. Шерсточку мы раскрасили, сушим. Теперь нам нужно добавить дополнительные линии там, где мы их еще не добавили. Это делается чисто для того, чтобы этот рисунок выглядел таким рисованным, как будто бы мы просто взяли карандаш и стали как бы рисовать этого персонажа чисто на бумаге, и там какие-то черточки подобавляли для такого интереса на рисуночке. В общем, это смотрится интересно. Поэтому я добавляю такие линии там, где мне не хватает какого-то объема. Вот таким образом. Теперь мне необходимо взять какой-нибудь топ с липким слоем желательно, капельку капнуть на палитру, взять попку кисточки, взять чуть-чуть краски черной и вмешать в топ. Мы с вами получаем полупрозрачный черный оттенок. Беру толстую кисть для удобства. И сейчас мы будем прорисовывать с вами тень. Наполняем кисть краской. И для того, чтобы рисунок был более чистый, если у вас остался карандаш на типсе, мы сейчас просто все, после того, как вы хорошо все просушили, убираем лишние чертежи наши салфеточкой, смоченной в обезжиривателе. И все, начинаем мы рисовать тень. Рисуем мы без растушевки, одной линией, создаем объем.
можно просушивать. Там, где у нас должна падать тень, мы ее прорисовываем. Если мы хотим добавить тень, сделать ее более темной, мы добавляем сверху на просушенную тень. Все, нам хватит этой тени, просушиваем полное время. Далее нам необходимо взять белую гель-краску и выложить на палитру. Хорошо очистить тонкую кисть для прорисовок тонких от черной гель-краски. Далее мы берем топ матовый, без липкого слоя, покрываем типсу матовым топом. Сушим полное время. Сейчас нам надо будет нарисовать белые линии. Их будет совсем немного, как видите на рисунке, но они добавят этому изображению такой красоты, так скажем. То есть мы, можно сказать, сделаем блики на этом рисунке. Добавим блики в глаза, на носик, на подбородок. Они должны идти рядом с черными линиями и стараться их не пересекать. Вот таким образом сушим. Вот такой рисунок был на типсе вот этой. И вот такой рисуночек у нас получился. Видите, эта типса больше, чем вот эта типса. И вот такой вот рисунок у нас вышел. На розовом цвете смотрится тоже интересно. Повторяйте такой же рисунок, пробуйте, рисуйте, набивайте руку, и у вас обязательно все получится. В следующем видео мы будем рисовать следующего персонажа. Если вам понравился этот рисунок, обязательно ставьте пальчики вверх этому видео. Также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А на этом все. Всем пока-пока.